успеха в обход Берлина с севера и северо-востока. Этот маневр перекрывал пути союзников германской столицы с запада, однако исключал весь танковый кулак из битвы за Берлин. Политика диктовала военные решения, и Жуков был этим крайне недоволен. Командующий планировал нанести основной удар через Зеловские высоты, которые оборонял танковый корпус генерала Ведлинга. Затем советским танковым армиям предстояло вырваться вперед и образовать заслоны на окраинах Берлина, отрезая город для отступающих с Зеловских высот. Конев также был недоволен. Войска его фронта исключались из борьбы за Берлин. Ему предстояло сражаться на юго-западе от логова фашистского зверя. Конев приказал штабу фронта подготовить два плана. Один соответствовал директиве Ставки, второй предусматривал рывок на Берлин. Жители Берлина готовились к обороне и продолжали жить своей жизнью. Все городские службы исправно функционировали. 12 тысяч полицейских несли службу, почтальоны разносили почту, так как ежедневно выходили газеты. Работала телефонная и телеграфная связь, регулярно вывозился мусор. В кинотеатрах демонстрировались фильмы, работали театры, зоопарк, метро и наземный транспорт. Даже бары и рестораны были переполнены. Но широкие дороги и улицы превратились в изрытые воронками тропы. Повсюду высились горы обломков и обугленные остовы зданий, а рядом с ними возводились баррикады. Город намеревался обороняться. Баррикады Берлина сооружались на промышленном уровне. Они изготавливались из дерева, камня и рельсов высотой до 2,5 метров и толщиной до 4. Многие улицы были перегорожены этими сооружениями таким образом, что не оставался даже проезд, а подходы к баррикадам минировались. Танки, не способные к передвижению, вкапывали на перекрестках и использовали как неподвижные огневые точки. Для защиты от бомбардировок в городе возвели 3 гигантские башни ПВО. На крыше бетонных строений высотой около 40 метров устанавливались зенитные орудия и автоматические зенитные пушки. Среди гражданского населения выделялись вооруженные люди с повязками на рукаве. Они входили в отдельные батальоны фольксштурма, подчинявшиеся не вооруженным силам, а национал-социалистической партии Германии. Ополчения фольксштурма формировались по сентябрьскому 1944 года указу Гитлера о тотальной мобилизации мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. С февраля 1945-го в фольксштурм призывались и женщины. Ополчение набиралось принудительно. За отказ от службы ожидала казнь. По причине низкого морального состояния и плохой подготовки фольксштурм так и не оправдал надежд Гитлера придать войне народный характер. Вооружения для этих батальонов не хватало. В ход шли итальянские и датские винтовки с небольшим запасом патронов. Зато фауст-патронов было в избытке. Фауст-патрон – гранатомет с кумулятивной боевой частью для поражения танков и других бронированных целей. Во время войны немцы создали 2 типа противотанковых гранатометов – одноразовый «Панцерфауст» и многоразовый «Панцершрек». Самым дешевым и распространенным стал «Панцерфауст». Его эффективная дальность стрельбы составляла 30 метров. Общий вес – около 3 килограммов. Калибр гранаты – 100 миллиметров. Начальная скорость полета гранаты – 28 метров в секунду. Граната пробивала броню до 140 миллиметров. Справка. Лобовая броня танка Т-34-85 имела толщину 45 мм, тяжелого танка ИС-2 – 120 мм. На пути войск Жукова к столице Третьего рейха стояла армия генерала пехоты Бюсса. Оборону заняли 3-я танковая и 9-я полевая армии группы армий Висла, 4-я танковая и 17-я полевая армии группы армий Центр. Они включали 48 пехотных, 6 танковых, 9 моторизованных дивизий, а также большое количество отдельных частей. Группировку из более чем миллиона человек поддерживали 1500 танков, 10 400 орудий и минометов, а также 3300 самолетов 6-го воздушного флота и воздушного флота «Рейх». В резерве командования сухопутных войск в Берлине было сформировано около 200 батальонов фольксштурма.
Общая же численность гарнизона Берлина превышала 200 тысяч человек. Бюссе оценил перспективу обороны предельно цинично. Мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки. Германские генералы считали, что судьба Берлина решается на русском фронте, удержать который следует любой ценой. Поэтому гарнизон Берлина был немногочисленным. Все силы бросили на фронт. В воскресенье 15 апреля немецким солдатам зачитали обращение фюрера. Солдаты Восточного фронта. Берлин останется немецким, Вена снова будет немецкой, а Европа никогда не будет русской. Образуйте монолитную общность для защиты не пустого понятия Отечества, а для защиты вашей Родины, ваших жен, ваших детей, а с ними и вашего будущего. Фраза «Берлин останется немецким» сразу стала пропагандистским штампом. Мальчишки из Союза германской молодежи Гитлер-Югенд писали эти слова на стенах домов и заборах немецкой столицы. А в советских частях звучало обращение военного совета Первого Белорусского фронта. Наши части прошли тяжелый, но славный путь. Боевые знамена наших соединений овеяны славой побед, одержанных над врагом под Сталинградом и Курском, на Днепре и в Белоруссии, под Варшавой и в Померании, в Бранденбурге и на Одере. Славой наших побед, потом и своей кровью завоевали мы право штурмовать Берлин и первыми войти в него, чтобы первыми произнести слова сурового приговора немецким захватчикам. Вперед на Берлин! В понедельник, 16 апреля в 3 часа ночи по берлинскому времени тишину фронта всех армий взорвал мощный залп огромной массы артиллерии и минометов. Началась артиллерийская подготовка. С командных пунктов открывалась величественная картина многих тысяч вспышек выстрелов и огня разрывов в расположении врага. Главную ударную группировку фронта поддерживали 6500 орудий и 1100 «Катюш». Вес одного фронтового боекомплекта на участке Первого Белорусского фронта превышал 43 тысячи тонн. В направлении главного удара на 1 километр фронта приходилось 358 тонн боеприпасов. В Берлине звуки начавшегося наступления казались приглушенными раскатами далекого грома. Но в 5 километрах от линии фронта со стен падали картины, вдребезги разбивались оконные стекла и зеркала. Со шпиля церкви в городке Мюнхенберг слетел крест. Грохот выстрелов и взрывов на передовой просто оглушал. В артиллерийской подготовке принимал участие 34-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощности, на вооружении которого было 6 орудий калибра 280 мм. Справка. Мортира БР-5 калибра 280 мм образца 1939 года. Это артиллерийское орудие крупного калибра с коротким стволом. При перевозке на небольшие расстояния устанавливалось на гусеничном лафете в неразобранном виде. При дальней транспортировке ствол перевозился отдельно. Расчет мортиры состоял из 15 человек. Скорострельность составляла 1 выстрел в 4 минуты. Быстрее стрелять было нельзя, ствол перегревался. Всего было изготовлено 47 орудий. Как только огненный шторм перестал бушевать, зажглись 150 зенитных прожекторов. Наступать при их свете предложил Жуков. Однако осуществлению идеи ослепить противника помешала погода. Вязкий плотный туман окутал утро. После артподготовки передний край погрузился в густые облака дыма и пыли, которые свет прожекторов не пробивал. Немцы успели отвести основные силы из-под удара артиллерии на вторую линию обороны, и советские пехотинцы продвинулись вперед на 1,5–2 километра, не встречая серьезного сопротивления.
Тем временем